Зашли спросить деда, блин. Он нас нахер послал, сказал, пошли отсюда. Ну, не так он сказал, он, конечно, сказал все по-культурному. В этот стрёмный онсен не ногой. Ну, конечно, зарекалась как-то я в грязь не лезть. Но человеческое любопытство все равно переполняет, и мы все же решили посетить сие скандальное место, в котором, скажем так, не сильно толерантно обходятся с гайджинами, то есть с иностранцами. Потому что, оказывается, еще до нашего визита сюда в январе 2020 года здесь произошел еще один вопиющий случай с иностранным туристом, которого очень сильно толкнул кто-то из японских посетителей, при этом грубо обозвав. Случай был действительно очень дерзкий, и замолчать хамское поведение в отношении этого пострадавшего иностранца было нельзя, поэтому бедолага оставил свои негативные отзывы везде, где только было можно, в том числе и на официальном сайте Юнохана Онсен. А также он громогласно призвал всех туристов на TripAdvisor категорически не посещать это злачное место. Если бы я был бы один, я мог вызвать полицию, потому что этот старик совершил насилие против меня и пытался мне угрожать. Но так как я был со своими детьми и друзьями, я этого не сделал, хотя на тот момент очень сильно чувствовал боль. Призываю всех посетителей из-за рубежа не посещать это место, если не хотите иметь проблем. Я думаю, что это одно из самых плохих мест на Хоккайдо. Да что ж там за онсен-то такой? Прям назревает когнитивный диссонанс. Да в принципе ничего особенного, все как и везде. Юнохана – это разовая общественная спа-баня с горячими термальными источниками, расположенная на курорте Джозанки. Кстати, комплекс не единственный, это целая сеть. И в Саппоро есть еще 2 аналогичных онсена. При всем при этом спа-баня кажется очень популярной среди заядлых любителей природных термальных источников, потому что по выходным большая парковка всегда до отказа забита. И кажется, причина популярности онсена в том, что он находится недалеко от центра Саппоро, и в нем легче и дешевле остановиться, чем, например, в тех же отелях. Юнохана рекомендуется как детям, так и взрослым, но почему-то именно в это место приезжает очень много посетителей преклонного возраста. Поскольку этот банный комплекс специализируется на однодневных поездках, плата за купание здесь относительно низкая. Входные билеты покупаются в специальном автомате у входа. Цена одного тикета для взрослых стоит 850 йен, для дошкольников и школьников от 6 до 12 лет 400 йен, а для детей от 1 года до 5 лет всего 200 йен. В дополнение к этому, все в том же автомате, можно приобрести билеты, включающие в себя полный комплект полотенец и билеты для посещения горячих каменных ванн Ганбан-йоку. Мыло, шампунь и кондиционеры всем посетителям предоставляются бесплатно. Остальные принадлежности в виде мочалки, расчески и прочих мелочей можно взять с собой, но если по каким-то причинам они отсутствуют, их за отдельную плату можно получить на стойке ресепшена. Чем же отличается онсен Юнохана от остальных? А тем, что в этом спа-комплексе, на удивление, имеется большое разнообразие купелей с содержанием натриево-сульфатно-хлоридного состава воды.
Ванны на любой вкус, и их действительно много. Это закрытая ванная, расположенная сразу возле душевых с температурой воды в плюс 40, плюс 42 градуса. Это ванная под открытым небом, где на минуточку в полной мере можно насладиться красивыми природными пейзажами курорта Джозанки в любой сезон, с постоянной температурой в плюс 43, плюс 45 градусов. Это еще одна пещерная ванная, так ее здесь называют японцы, построенная в западном стиле с комфортной температурой плюс 39 градусов, и она, пожалуй, самая приятная, потому что внутри из-за особого освещения создается потрясающая фантастическая атмосфера. Помимо купели с термальными водами в спа-комплексе есть горячая сауна, паровая сауна, купель с минеральной холодной водой в минус 17 градусов, сидячая ванная с теплой водой натурального состава, которая снимает усталость и стресс, а еще гидромассажная ванная Active Spa в японском стиле с 9 отсеками и различной мощностью струй, которые приятно массируют шейный и плечевой отделы, спину и поясницу, что отлично способствует циркуляции крови и расслабляет мышцы. И да, забыла про водопады. Эта ванная под названием «Горячие струи Хитасы» с обрушивающимися сверху потоками воды также расслабляет мышцы шейного и поясничного отделов, тем самым улучшая кровообращение. Процедура особенно эффективна при ригидности плеч и боли в пояснице. Купание в термальном источнике с таким составом воды в большинстве случаев посещают те, у кого проблемы с кожей, особенно сухой. Но также натриево-сульфатно-хлоридная вода имеет свойство заживлять порезы, снимать отечность от синяков и ушибов, улучшает нарушение периферического кровообращения, лечит ригидность мышц, паралич, артрит, боль в пояснице, а еще купания совсем не противопоказаны пациентам с дисфункцией желудочно-кишечного тракта, пациентам с гипертонией, диабетом, астмой и даже пациентам, страдающим геморроем. Ну и, конечно, принятие такой ванны снимает общее переутомление, усталость, депрессию и способствует восстановлению сна. Хотя Йонохана комплекс и не особо широкого формата, как, например, Хонока, но он тоже предоставляет все необходимые комплексные спа-услуги, естественно, за отдельную плату. Здесь есть общий массаж тела, отдельно массаж лица, головы, ног, также услуги маникюра и педикюра. Ну и на втором этаже расположен неплохой ресторан с традиционной японской кухней, так что голодными посетители никогда не останутся. Из бесплатного здесь чистые и приятные туалеты, впрочем, как и везде по всей Японии, чил-зона с огромной коллекцией манги и детская игровая. Интерьер спа-бани меняется посезонно, и в зависимости от праздников здесь проводятся различные ивенты. Так что, если повезет, можно даже схлопотать небольшую скидочку. Но мне особо хотелось бы отметить горячие каменные ванны Ганбан-йоку. Это мой фетиш, потому что в них имеется особый минерал под названием кокоханган. Это вроде гранулированный порфир. В России целебные свойства еще не изучены, поэтому камень применяют или в строительстве, или в искусстве. Но японцы издревле научились извлекать его с морского дна для лечения различных болезней. А современные исследования, проведенные японскими учеными, доказали, что этот камень, пролежавший сотни миллионов лет на дне моря, впитал в себя из морской воды около 25 тысяч полезных веществ и минералов. Есть еще один интересный факт, что саркофаг короля Германии Фридриха II полностью сделан из порфира, только из красного. Медицинские исследования показали, что такие горячие ганбан-йоку, внимание, помогают восстановиться людям после инсульта и инфаркта, а также оказывают положительное воздействие людям, страдающим гипогликемией и лейкемией. В общем,
Список всех описанных болезней, которые лечат Кокоханган, я не осилила. Он был очень длинный. Можно просто кратко назвать этот камень реально волшебным. Тем более в последние годы этот минерал интенсивно применяется в японской косметологии и биодобавках. Он замедляет старение и является дополнительной профилактикой от различных хронических заболеваний, особенно таких как желудочно-кишечный, сердечный и диабет. И, кстати, я не знаю как, но БАДы Кокоханган выводят камни с почек. А у японцев, как мы знаем, плохих БАДов не бывает. Китайцы также активно использовали этот минерал более 4000 лет и применяют до сих пор в китайской медицине. Но это уже совсем другая история.